Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о лягушках. Что мы знаем о них? А что о них знать? Лягушка-квакушка живет в болоте, прыгает и квакает. Лягушки для людей, пожалуй, одни из самых обыкновенных и узнаваемых животных. Особенно в теплые летние месяцы, когда так хочется отдохнуть где-нибудь на природе, у озера или в лесу, в тишине и спокойствии. Но тишина эта часто нарушается их дружным кваканьем, которое то раздается громким хором, то внезапно стихает, будто они затаились и наблюдают за нами. Но ненадолго. И опять продолжают галдеж, хоть всю ночь напролет. Только присядешь у воды, чтобы насладиться моментом, только начнешь слушать шелест листьев и плеск волн, как вдруг раздаются эти самые ква-ква, и начинаешь понимать, что вокруг тебя целая армия маленьких прыгунов. Действительно, они умеют прыгать, да так, что позавидует любой спортсмен. Вон сидят на кувшинке или коряге, как на троне, а чуть что не так, прыг и нет ее. А если ее в руки взять, то появятся бородавки, а если поцеловать, то Елена Прекрасная. Кто-то скажет: нет, бородавки это от жаб, они мерзкие, не то что лягушки. А как отличить и кого целовать? А в тропиках, говорят, они самые ядовитые, а в Африке самые большие, а есть еще квакши. Это лягушки или жабы? Но что мы знаем о них на самом деле? Почему они квакают? Зачем так высоко прыгают? Откуда появились? И правда ли, что некоторые из них ядовиты? Да еще много чего мы узнаем здесь и сейчас об этих удивительных земноводных. Поехали! Все началось в воде. Предки лягушек были рыбами, но не обычными, а кистеперами. Эти рыбы обладали уникальными плавниками с костями, которые напоминали лапы. Благодаря этим плавникам они могли ползать по дну водоемов и даже выходить на мелководье. Это был первый шаг к жизни на суше. Около 360 миллионов лет назад появились первые земноводные, такие как ихтиостеги и акантостеги. Они уже больше напоминали современных лягушек, но все еще сохраняли признаки рыб, например, хвосты и жабры. Эти существа стали переходным звеном между водными и наземными животными. Со временем земноводные разделились на разные группы. Одни остались ближе к воде, другие начали осваивать сушу. Лягушки, как отдельная группа, появились около 200 миллионов лет назад, в эпоху динозавров. Их тело стало более приспособленными для прыжков, а кожа для дыхания на суше. Лягушки научились выживать в самых разных условиях, от тропических лесов до пустынь. Некоторые виды приспособились к жизни на деревьях, другие к жизни под землей. Сегодня лягушки — это одна из самых разнообразных групп земноводных. Они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды, и насчитывают более 7500 видов. Их эволюция продолжается, и они продолжают адаптироваться к изменениям окружающей среды. Отряд бесхвостых амфибий, лягушек и жаб, объединенных под латинским названием анура, и он очень разнообразен. Тем не менее, у большинства представителей этого отряда есть несколько общих черт, хотя, как мы еще не раз убедимся, исключения встречаются на каждом шагу. Например, кто-то скажет: жабы — это лягушки или нет? Давайте попробуем разобраться, в чем разница. С виду они действительно отличаются. Лягушки гладкие, стройные, с влажной скользящей кожей, словно только что вылезли из душа. А жабки коренастенькие, с сухой бугристой кожей, как будто в бородавках, которые люди боятся подцепить, дотрагиваясь до них. И оказывается, не зря. У многих жаб на коже есть ядовитые железы, которые выделяют токсины для защиты от хищников. Например, известная жаба ага выделяет сильный яд. И выглядят жабки более брутально, и на вид они обычно коричневые, землистые и не просто так. Обитание сказывается. Это помогает им маскироваться. Лягушки водолюбивы, им подавай пруд, болото или озеро, а жабы воду уважают, но живут спокойно и в сухих местах. Но для размножения все-таки нужна вода. Могут прогуляться по саду, по полюшку, заглядывая на приусадебные участки. Прыгают тоже по-разному. Лягушки – атлеты.
Длинные задние ноги созданы для олимпийских рекордов, а жабы в основном пешеходы. Они привыкли вальяжно шагать, не торопясь. Подпрыгнуть можно, но зачем? Пусть этим занимаются лягушки. И по сути лягушки — это более широкое название для отряда бесхвостых, а у жаб конкретное семейство внутри отряда — буфониды. Хотя практически все семейства бесхвостых включают и тех, и других. А в разговорной речи разговор вообще может идти не о лягушках и жабах, а о людях. И иногда из-за близорукости или недальновидности называют жабой настоящую лягушку-царевну. Но что поделать, человеческая фантазия безгранична и не всегда умеет держать язык за зубами. И раз о жабах, то о жабах. И самая привычная жаба – обыкновенная. Это один из самых известных и широко распространенных видов настоящих жаб в Евразии. Ее часто можно встретить в лесах, садах, парках и даже на окраинах городов. Это тот самый классический образ жабы. Массивная, бугристая, с тяжелым взглядом и важной походкой. Ведет ночной образ жизни. Днем прячется в укрытиях, под пнями, в норах, между камнями. Активно с ранней весны до осени. На зиму впадает в спячку, взрываясь в землю или прячась в щели. Питается насекомыми, слизнями, червями, иногда даже мелкими мышами. Очень полезна в огороде. Не нападает и не кусается, но при угрозе может выделять токсичную слизь и раздуваться, чтобы казаться крупнее. А это тростниковая жаба, она же жаба-ага. Самая крупная настоящая жаба на планете и одна из самых мощных с точки зрения биологии, выживания и разрушения экосистем. Выделяет токсичные вещества, буфотоксины, в том числе кардиотоксические соединения. Этот яд может быть смертельно опасен для хищников – змей, ящериц, собак, кошек и даже крокодилов. У человека при попадании в глаза может вызвать даже ожог, а при проглатывании тошноту, судороги и аритмию. В 1935 году ее завезли в Австралию, чтобы бороться с жуками-вредителями сахарного тростника. Но жуки обитали выше на стебле, а жабы туда не доставали. Зато сами жабы начали активно размножаться, уничтожая местную фауну. Местные животные, незнакомые с таким ядом, стали массово гибнуть. Сегодня жаба-ага считается одним из самых опасных инвазивных видов на планете. Борьба с ней до сих пор неэффективна из-за высокой адаптивности и выживаемости. Жабы жабами, давайте попробуем посмотреть на всех лягушек в целом. Типичная лягушка имеет широкую голову, выпуклые глаза, большой рот с языком, прикрепленным к переднему краю, что, кстати, позволяет лягушке выстреливать им наподобие пружины, а также компактное телосложение с поджатыми конечностями и, конечно, отсутствие хвоста. Само слово анура по-гречески означает бесхвостый. У лягушек короткий, крепкий позвоночник из 9 или меньше позвонков, и в отличие от большинства позвоночных, нет ребер вовсе, но, пожалуй, самой прославленной чертой лягушек остается их умение прыгать. И некоторые виды довели это искусство до совершенства. Возьмем, к примеру, южноафриканскую остроносую лягушку. При длине тела всего около 6 сантиметров она способна прыгнуть на расстояние более 5 метров. Это почти в 90 раз больше ее собственного роста. Эквивалентно тому, как если бы человек перепрыгнул с места над Великой пирамидой Хеопса. Ученые долгое время ломали голову, как лягушки совершают такие впечатляющие прыжки, и только недавно пришли к разгадке. Все дело в особом строении их задних ног, а точнее в способе хранения энергии в мышцах и сухожилиях. Когда лягушка сидит, ее мышцы сжимаются, растягивая сухожилия, словно резиновую ленту на пределе. Эта упругая энергия накапливается и в нужный момент мгновенно высвобождается, выбрасывая животное в воздух с поразительной силой. Плюс тело лягушки компактное и обтекаемое, что уменьшает сопротивление воздуха во время прыжка. Многие лягушки используют прыжки как средство бегства от хищников. Интересно, что по мнению эволюционистов, прыгать лягушки научились задолго до того, как освоили приземление. Большинство современных видов справляются с этим мастерски. Прыжок, мягкое касание земли и тут же новый рывок. Но есть и неуклюжие исключения. Так, лягушка Хаштеттера из Новой Зеландии семейства Леопельм
прыгает, но, скажем, не очень грациозно. Приземление у нее скорее напоминает шлеп животом вперед, никакой амортизации передними лапами. После такого кульбита ей приходится в буквальном смысле собирать себя по частям и заново принимать позу для следующего прыжка. Неудивительно, что большую часть времени эта лягушка предпочитает просто ходить пешком. И ничего страшного, зато они живут дольше всех остальных лягушек, до 35 лет. Еще хуже дела обстоят у седлоносных жаб и короткоголовов. Седлоносные жабы или короткоголовые – одни из самых маленьких амфибий и позвоночных в целом. На спине у них под кожей находится костяная пластина, сросшаяся с остистыми отростками позвонков, напоминающая седло. Долгое время обитая в разлагающейся листве лесов жаркого пояса, они становились все меньше и меньше, пока не достигли в длину рекордных 10 мм и даже менее. И они очень плохо прыгают, а точнее не умеют приземляться. Хотя, казалось бы, амфибии должны целыми днями только этим и заниматься. Но что-то пошло не так. Они нормально подпрыгивают, но в полете то и дело теряют контроль и падают на землю самым жалким образом, задом наперед, вверх ногами или даже приземляясь на мордочку. Исследователи определили, что это связано с размером их внутренних слуховых проходов, области тела, которые регулируют равновесие и ориентацию. Их полукруглые слуховые проходы являются самыми маленькими среди позвоночных. А самая крупная лягушка Южной Америки – это чилийский шлемоголовый свистун. Или шлемоголовая лягушка эндемик Чили. Шлемоголовый свистун – крупная лягушка с широкой головой и большим ртом. Самец в длину от морды до клоаки достигает до 15 см, самка – до 32, масса составляет до 1 кг. И исключительно крупные особи могут весить до 3. Морда вытянутая, туловище крепкое. Шлемоголовые свистуны могут иметь окраску желтого, коричневого или зеленого цвета. И такой лягухи комаров маловато. Она разбавляет рацион мелкой рыбкой и ракообразными. А самая большая лягушка в мире – это лягушка Голиаф. И название говорит само за себя. Это не просто лягушка, это огромная лягушка. Амфибия-титан. Длина тела без ног до 37 см, от морды до клоаки. А вес до 3,5 кг. А если ее растянуть, ее длина от пяточки до морды может достигать почти метра. Эта земноводная гигантесса обитает в Камеруне и экваториальной Гвинее, в дождевых лесах Западной Африки. Другие виды лягушек прыгают, но короткими рывками, а не одним длинным прыжком. Некоторые виды настоящих жаб, например, та же тростниковая, используют хитрую технику для покрытия больших расстояний. Большинство лягушек совершает большие прыжки, начиная с положения приседания, и останавливаются между приземлениями. Однако исследователи заметили, что некоторые жабы используют другую технику, называемую скачущей походкой, которая включает в себя менее резкие прыжки в быстрой последовательности, скорее как кролик или белка скачут по траве. Эти низкоэнергетически устойчивые прыжки позволяют животному сохранять скорость между прыжками и помогают ему перемещаться дальше и дольше. Стратегия, которая облегчает широкомасштабную добычу пищи и колонизацию новых территорий. У некоторых из лягушек развились короткие коренастые ноги для использования в других целях. Например, некоторые не совершают больших прыжков, а вместо этого имеют задние ноги, приспособленные для рытья. Например, гигантская роющая лягушка Австралии использует свои мускулистые задние лапы, чтобы рыть почву. Да и не только она. Например, необычные лягушки-поросята. Это среднего размера лягушки длиной до 8 см, круглые с короткими ногами, головы маленькие и узкие, с твердой заостренной мордочкой. Лягушки-поросята относятся к роющим лягушкам, проводящим большую часть своей жизни под землей. Но в отличие от большинства роющих лягушек, роют норы не задними, а передними лапами. А это лягушка-черепаха. Уникальная лягушка с круглым телом и короткими лапками, тоже живущая под землей. По своей необычности недалеко ушла и пурпурная лягушка, обитающая в Индии, открытая только в 2003 году. Пурпурная лягушка имеет округлое, раздутое тело и короткие мощные лапы, что делает ее похожей на маленький шарик. Она тоже живет под землей, проводя большую часть жизни в норах на глубине до 3 метров. Это делает ее одной из самых редких и скрытных лягушек.
И настоящие жабы, как правило, имеют сильные пальцеобразные конечности, приспособленные для рытья нор. И у лягушек в зависимости от среды обитания разные типы лап. Например, у красавиц-квакш. Это семейство амфибий, в которое входит более 1000 видов, и большинство из них мастера жизни на деревьях. Они живут в основном в тропических и субтропических регионах. Южная и Центральная Америка, Австралия, Юго-Восточная Азия. Но есть и у нас. Например, обыкновенная квакша. Самое узнаваемое в квакшах – это присосочки на пальцах, или, если по-научному, дисковые подушечки. Они устроены так, что позволяют лягушке практически прилипать к вертикальным поверхностям, даже к стеклу, даже вверх тормашками. Их лапы – это инженерный шедевр. На них множество крошечных каналов, через которые выделяется слизь, и она работает не как клей, а как смазка для сцепления, позволяющая лягушке балансировать между прилипанием и скольжением. И в отличие от нас, млекопитающих, лягушки холоднокровные, или по-научному эктотермы. Мы люди теплокровные, эндотермы, и можем регулировать температуру своего тела, согреваясь зимой и охлаждаясь летом. А вот у лягушек температура тела полностью зависит от окружающей среды. Если холодно, лягушка холодная, если жарко, греется как может. И несмотря на такую пассивность, они научились выживать в условиях, где другой организм попросту погиб бы. Они переживают засуху, выдерживают заморозки, замирают в ожидании дождей, прячутся в землю от жары и даже замедляют метаболизм до почти полного анабиоза. Хотя лягушки умеют поднимать или понижать температуру тела, например, греясь на солнышке или охлаждаясь в холодной воде, при экстремальных температурах им приходится применять куда более хитроумные приемы. Лягушки, живущие в регионах с настоящими морозами, вроде Аляски или Сибири, вошли в абсолютную лигу выживальщиков. У них выработался поразительный механизм. Их тело вырабатывает криопротектор – вещество, защищающее клетки от разрушения при замерзании. При обычном обледенении вода в клетках превращается в кристаллы льда и разрывает ткани. Но у некоторых видов в кровь выбрасываются сахара, в первую очередь глюкоза, которая действует как антифриз. Это замедляет и ограничивает образование льда, и клеточные структуры остаются целыми, даже при почти полном промерзании тела. Но, пожалуй, самое невероятное достижение в ледяной выносливости принадлежит дальневосточной квакше. Это крошечное, но поразительно живучее существо способно выдерживать морозы до минус 35 градусов, оставаясь полностью замерзшей в течение 4 месяцев подряд. Это делает ее самой холодоустойчивой лягушкой. На другом краю температурной шкалы те виды лягушек, что живут в беспощадно жарких и засушливых регионах. Их кожа очень проницаема, а значит, она быстро теряет воду. Чтобы не превратиться в сушеную амфибию, пустынные лягушки прибегают к поистине изощренным стратегиям. Например, австралийская водозапасающая лягушка закапывается глубоко в песок, где температура стабильнее и прохладнее. Но и это не все. Как и следует из ее названия, она умеет накапливать воду в мочевом пузыре и специальных карманах под кожей. При необходимости она постепенно высвобождает эту влагу обратно в организм, а еще покрывается тончайшей слизистой оболочкой, которая засыхает и превращается в кокон, снижая испарение. Это настоящая лягушка-танк с живой системой охлаждения. И настолько эффективный, что австралийские аборигены в засуху находили этих лягушек, аккуратно выкапывали, слегка сжимали и пили воду, скопившуюся внутри. Настоящий живой термос посреди пустыни. Еще один жаростойкий герой – пустынная лягушка африканский ускорот с побережья Намибии и Южной Африки. Она живет среди песчаных дюн, в месте, где почти не бывает дождей, но зато регулярно накатывает атлантические туманы. И вот эту влагу она всасывает прямо через кожу, словно губка. Чтобы не погибнуть от засухи, лягушка ведет подземный образ жизни, выходя на поверхность только в самые благоприятные ночи. Но самое умное в ее размножении. Вместо того, чтобы откладывать яйца в воду и проходить головастиковую стадию, она пропускает вводный этап развития. Ее немногочисленные яйца, всего несколько десятков, сразу превращаются в крошечных лягушат, готовых с первых секунд жизни отправиться в горячий пыльный мир.
И кожа у лягушек поистине уникальна. Это не просто оболочка, а многофункциональный орган, жизненно важный и поистине уникальный. Например, для человека кожа – это защита и терморегуляция, но для лягушки она – это и жизнь, и дыхание, и питье, и броня от мира. Многие лягушки на ощупь скользкие, потому что их кожа покрыта слизью. Но это не просто так. Влага жизненно необходима. Кожа лягушки быстро теряет воду, и мокрое покрытие помогает ей не высохнуть, особенно на суше. Но слизь — это не просто увлажнитель, она помогает лягушкам дышать прямо через кожу. Да-да, у лягушек есть легкие, как у нас, но они также умеют поглощать кислород кожей, если та остается влажной. Это чудо называется кожное дыхание, и именно оно позволило амфибиям жить как в воде, так и на суше, свободно перемещаясь между двумя мирами. Еще лягушки регулярно сбрасывают кожу. Это обеспечивает им свежие здоровые клетки эпидермиса и обновление защитного барьера. Но в отличие от змей, которые линяют, оставляя за собой свернувшуюся оболочку, лягушка снимает кожу и тут же ее съедает. Мало того, что она дышит, увлажняет, защищает от микробов, обновляется регулярно, так она еще и в конце концов становится полноценным обедом. Цвет кожи у многих лягушек может меняться. Не так быстро, как у хамелеона, но все же. Холод становится темнее, чтобы поглощать побольше тепла, а в жару светлеет, чтобы отражать солнечные лучи. Встречаются и волосатые лягушки, но только образно. В брачный период у самцов из семейства пескуньих на боках тела и бедрах развиваются длинные волосовидные сосочки кожи, служащие дополнительными органами дыхания и защищающие самца во время боя. И одной из самых удивительных особенностей кожи лягушек у многих видов является ее поразительная ядовитость. То, чего этим хрупким созданиям недостает в физических сражениях, они с лихвой компенсируют химическим оружием. На теле лягушек расположены специальные железы, вырабатывающие яды, чтобы сделать ее несъедобной для хищников. У большинства видов этот яд не опасен для человека, разве что слегка раздражает кожу. Но есть и исключения. И какие? Это южноамериканские древолазы, миниатюрные лягушки с очень яркой расцветкой. Наиболее ядовиты 3 вида ряда древолазов, обитающие на западных склонах колумбийских Анд. Это золотистополосый листолаз, двухцветный листолаз и ужасный листолаз. По сравнению с другими видами они выделяют меньше яда, зато их яд примерно в 20 раз сильнее, поэтому к ним опасно даже прикасаться. И ядовитые лягушки не вырабатывают яд самостоятельно, они получают его вместе с пищей, например, с панцирными клещами. Токсины могут изменяться организмом лягушки в процессе метаболизма или остаются неизменными. И если исключить, например, ядовитых насекомых из рациона древолазов, то через некоторое время они теряют свою токсичность. Издревле индейцы Центральной Америки смазывают ядом древолазов наконечники охотничьих и боевых стрел. Яд этих амфибий гораздо сильнее курары, и даже легкая царапина отравленным наконечником может привести к смерти. Охотники собирают яд с помощью огня, держа лягушку над костром. Когда она начинает выделять яд, его наносят на кончики стрел. Большинство ядовитых лягушек предпочитают полагаться на апосематизм. Так называется стратегия яркого, пугающего окраса, который сообщает: «Я красивая, но смертельно опасна. Лучше меня не трогай». Чем ярче и вызывающе выглядит лягушка, тем чаще она ядовита до кончиков пальцев. Например, голубая ядовитая лягушка из Бразилии сверкает как сапфир, оттенки лазурного, василькового, синего, усеянные темно-синими пятнами. Очаровательно, безусловно, но ее кожа содержит парализующий токсин, и это не просто декорация. Да, яркие цвета, дикие узоры и вспышки неоновых пятен – все это действительно сигнал. Но, как оказалось, цвет у лягушек – это не только защита, но и хитрое двуличие. Быть максимально заметным – стратегия рискованная. Даже если ты ядовит, это не всегда спасает. Хищник может быть устойчивым к твоим токсинам, а другой никогда раньше не сталкивался с ядовитой лягушкой и просто попробует, чтобы узнать.
И тут вступает в игру новая теория. Многие лягушки обладают окраской, которая вблизи бросается в глаза, а издалека маскируется под фон. Возьмем, например, красящую ядовитую лягушку из джунглей французской Гвианы. Ее тело покрыто ярко-желтыми и черными полосами, но с расстояния эти узоры смешиваются в нейтральный силуэт, сливающийся с листвой и тенью. Так лягушка получает лучший из двух миров – невидимость вдали, отпугивающая яркость вблизи. А это красноглазая древесная лягушка, живущая в лесах Центральной и Южной Америки, применяет еще один трюк. Пока она прячется, ее зеленая окраска делает ее почти неотличимой от листвы. Но стоит приблизиться хищнику, она внезапно раскрывает ярко-красные глаза, вспыхивающие как сигнальные огни. Ученые считают, что такие внезапные цветовые вспышки вызывают у хищников рефлекторный испуг, как если бы куст вдруг моргнул тебе в лицо, и у лягушки появляется пара бесценных секунд, чтобы избежать и остаться в живых. Но самая впечатляющая маскировка принадлежит, безусловно, семейству стеклянных лягушек. Эти обитатели Центральной и Южной Америки буквально становятся полупрозрачными, чтобы спрятаться от врагов. Отличительная особенность представителей данного семейства – на животе и груди кожа стеклянных лягушек почти прозрачная. Через нее можно увидеть внутренние органы – печень, сердце, желудочно-кишечный тракт и даже наблюдать икру у беременных самочек. На самом деле множество видов лягушек разработали поразительно изобретательные способы стать невидимыми, не исчезая по-настоящему, а растворяясь в окружающем мире. Мшистая лягушка из Северного Вьетнама – настоящий мастер камуфляжа. Ее кожа покрыта множеством крошечных зеленых и бурых бугорков, выступов и шипов, создающих текстуру, напоминающие густой мох. Среди покрытой зеленью камней горных ручьев и затопленных пещер она буквально исчезает. Где лягушка, где мох, пойди разберись. Это не просто маскировка, это оптический обман, продуманный до деталей. Наша обыкновенная жаба, частая гостья в садах, тоже не отстает по изобретательности. Ее кожа словно военная форма из хаки, серого, оливкового или коричневого цвета, идеально сливается с поленьями, землей, листвой и тенистыми кустами. Это не экзотика, но работает на ура. А семейство рогатых чесночниц отличается камуфляжной окраской, особенно виды, живущие в лесах, только уже на максималках. В частности, многие виды зачастую выглядят как сухие листья. Их форма и окраска делают их практически незаметными в естественной среде обитания. Они получили свое название благодаря характерным выростам над глазами, которые напоминают рожки. И если тронешь ее, и ей не понравится, они выделяют секрет из кожных желез с резким запахом. Эти амфибии обитают преимущественно в Юго-Восточной Азии. Рогатые чесночницы ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся среди листвы или в лесной подстилке, а ночью охотятся на мелких насекомых и других позвоночных. И многие знают, что лягушки квакают. И да, многие лягушки действительно квакают, но далеко не все. Лягушачий мир – это оркестр, в котором одни ревут, другие визжат, третьи пищат, кто во что горазд, в зависимости от вида. Узкоротая жаба блеет, как ягненок. Древесная лягушка с птичьим голосом издает быструю звонкую трель. Древесная лягушка перона как будто смеется. Голоса самцов-жерлянок напоминают скорее стоны, чем кваканье. Производят они этот звук, в отличие от других амфибий, на вдохе, а не на выдохе. Но кажется, пустынный узкорот победил всех по степени милоты квака. И после такой серенады он готов провалиться под землю, что собственно и делает. Смех смехом, но семейство лягушек-узкоротов тоже не маленькое, около 750 видов, обитающих в тропических и субтропических регионах по всему миру. Они очень разные по размеру и окрасу. Есть просто удивительной красоты лягушки. Например, очень редкая, усеянная звездами на темном ночном небе малабарская черная узкоротая лягушка, обитающая в Индии. А как вам мадагаскарская лягушка-помидор, которая, если тронешь, еще и надувается, выделяя при этом не томатный сок, а слизь, которая совсем не по вкусу тому, кто решил ей перекусить. Черная дождевая лягушка выглядит так, как будто ее кто-то обидел, и она вот-вот заплачет. Возможно, из-за того, что их отнесли к африканским узкоротам, вместе с ее другом, с голосом-пищалкой.
И вообще, если узкий маленький рот, это еще не значит, что нельзя разговаривать. Еще как можно, что и доказывает своим басовитым, больше похожим на бычка голосом, самец украшенной бычьей лягушки. А некоторые из лягушек могут и станцевать. Такие лягушки встречаются в западных гатах Индии. Это крохотницы. Еще их называют танцующие лягушки. С виду лягушка как лягушка, но это пока не настанет сезон размножения. В это время самцы обладают поистине уникальным поведением. Лягуш поднимает заднюю лапу, вытягивает ее в сторону и делает ей короткое выразительное движение. Какая самочка устоит от такой хореографии? Но кто не видел, не беда. Танец сопровождается вокализациями, небольшими, но настойчивыми звуками, иногда похожими на щелчки или писк. А наших прудовых и озерных лягушек слышал каждый. Это довольно-таки узнаваемый концерт по заявкам. И как у них получается квакать? Чтобы издавать хоть какой-нибудь звук, лягушка сначала вдыхает, а затем плотно закрывает рот и ноздри. Воздух из легких проталкивается через голосовые связки, заставляя их вибрировать и создавать звук. Но сами по себе голосовые связки дают довольно скромный по громкости ква-ква, поэтому природа одарила многих лягушек особым усилителем – резонаторным мешком или горловым вокальным пузырем. Когда этот пузырь, расположенный на щеках или в горле, раздувается, он превращается в живую звуковую камеру, усиливающую и разносящую голос лягушки далеко за пределы ее тела. И все эти звуки служат двум главным целям – привлечь самочку и предупредить конкурента. Это моя территория и мои квакушки. Прыгай отсюда, квакающий товарищ. И без драки на лягушачьих свадьбах не обходится. Во время сезона дождей самцы роющей лягушки, или как ее еще называют африканская лягушка-бык, собираются в лужах и устраивают настоящие гладиаторские схватки. Прыгают друг на друга, бодаются головами, бьются грудью о грудь и буквально забивают друг друга в воду, как на ринге. Победитель получает самочку, а проигравший уносит лапы, если повезет. Это не метафора, а реальная битва за продолжение рода. Для лягушек все по-настоящему. Боль, риск и страсть. Что самое интересное, некоторые из лягушек, например, обыкновенная лягушка и обыкновенная жаба, демонстрируют удивительную верность своему родному месту размножения. Это поведение называется принадлежность к месту. Обыкновенная лягушка, домоседка, редко удаляется более чем на 500 метров от того пруда, где родилась. А вот обыкновенная жаба совершает настоящие эпические странствия до 5 километров, чтобы вернуться к семейному водоему, как будто движимая внутренним компасом. А во влажных и теплых климатах, в тропиках и субтропиках, где сезон дождей не ограничен несколькими неделями в году, лягушки размножаются не все сразу, а с равномерными интервалами в течение года. Каждый занимает свою территорию, держится подальше от других самцов, не устраивая толкотни. И вместо того, чтобы хватать любую самку, они ожидают, пока она сама подойдет. Конечно, они могут ухаживать и за несколькими дамами, но делают это методично, одна за другой, а не в панике и суете. И все это ведет, конечно же, к размножению. У большинства видов лягушек оплодотворение наружное. Чтобы оплодотворить яйца, самец и самочка должны быть в тесном физическом контакте. Это положение называется амплексус, своего рода лягушачьи объятия, в которых самец карабкивается на спину самочки, обхватывает ее передними лапками и удерживается там до завершения процесса. Чтобы не соскользнуть, самцы отращивают временные свадебные подушечки, особые мозолистые уплотнения на пальцах и предплечьях. Эти сверххваткие наросты, появляющиеся под действием гормонов, помогают удержаться на самочке даже в воде или грязи, как, например, у лягушек Патагонии шипогрудов. Икринок у лягушек в зависимости от вида бывает разное количество. Некоторые ядовитые древолазы откладывают всего до 5 икринок, делая ставку на качество, а не на количество. А вот огромная тростниковая жаба, настоящая икрометная машина, откладывает до 25 тысяч икринок за раз. Обыкновенная европейская лягушка и обыкновенная жаба обе в среднем откладывают от нескольких сотен до пары тысяч икринок, но делают это по-разному. Лягушка в виде желеобразного сгустка
хрустко, как манная каша, а жаба в виде тонкой икряной нити, обернутой вокруг водных растений, как ожерелье. И внутри каждой икринки будущее существо. Сначала просто клеточка, потом зигота, эмбрион, запятая с пульсирующим сердечком. Проходит 1-2 недели, и внутри начинает шевелиться маленький хвостик. Из икринки выскальзывает головастик. Крохотное водяное существо, похожее на плавающую запятую. Что самое удивительное, головастик дышит жабрами, ест водоросли, и у него нет лап, нет легких, нет зубов, только рот, хвост и огромное любопытство. В течение следующих нескольких недель он растет, жадно поедает микроводоросли, а потом все, что сможет проглотить. И для головастика вода не безопасный дом, а поле боя. Именно поэтому лягушки откладывают сотни, тысячи, иногда десятки тысяч икринок, ведь подавляющее большинство детенышей погибнет. Пруд может высохнуть под солнцем или замерзнуть до дна. В воде полно врагов, рыбы, хищные насекомые, даже другие амфибии, а над водой птицы. Да и головастики поедают друг друга, особенно когда еды не хватает, а конкуренция высокая. По оценкам из 1000 головастиков, обыкновенной лягушки взрослой лягушкой становится только 1. И даже став лягушонком, он еще долго остается уязвим. Его едят вороны, ужи, барсуки, лисы, ежики. И пока его не съели, все время внутри него происходят изменения. Появляются задние лапы, потом передние. Пищеварительная система перестраивается. Он больше не травоядный, он становится хищником, готовым ловить насекомых, червей и даже других головастиков. Меняется дыхание, жабры исчезают, возникают легкие, кожа становится способной впитывать кислород. Теперь он может жить на свежем воздухе. Остается только хвост, но и он уменьшается день за днем. А лягушонок уже сидит на камешке у воды, дышит воздухом, моргает, учится прыгать. Еще не взрослый, но уже и не головастик. Когда исчезает хвост, он становится настоящей лягушкой. Теперь он готов к большой жизни. Прыгать, квакать, охотиться и прятаться. И однажды вернуться в тот самый пруд, чтобы начать все заново. Но некоторые лягушки просто пропускают стадию головастика. Без прудов, без хвостов, без водных приключений. Из икринки прямо в крошечную лягушку. Этот тип называется прямое развитие. И на сегодняшний день известно около 500 видов, выбравших такой путь. Южноафриканский ускорот, та самая, что визжит как игрушка-пищалка, относится к ним. Они кладут яйца на суше, и из них вылупляются миниатюрные лягушата. Уже с лапками, уже с легкими и уже готовые прыгать по миру. А это жабы-повитухи. Обитают в основном в Европе и Северной Африке. Самый известный вид — обыкновенная жаба-повитуха. Внешне она выглядит довольно скромно. Маленький до 5 сантиметров, с бочкообразным тельцем, выпуклыми глазами и не особо яркой окраской. Но за этой серой внешностью прячется настоящая революция в лягушачьем родительстве. В то время как большинство амфибий просто откладывает икру в воду, прощаются и уплывают, самец жабы-повитухи делает нечто невероятное. Он берет оплодотворенную икру себе на спину и ноги, точнее обматывает цепочки икры вокруг своих задних лап, как ремешки. Он будет носить ее на себе несколько недель, пока головастики не созреют. Только тогда, когда в нужный момент он спустится к воде и выпустит малышей в мир. Одни из лягушек пошли еще дальше. Это лягушки Дарвина, обитатели Южной Америки. Воспитывают детей у себя во рту. Самка откладывает яйца на влажной почве. Самец их оплодотворяет, а затем глотает. Но это не поедание, а забота. Яйца не перевариваются, а попадают в особую горловую сумку, похожую на голосовой мешок. Именно там, внутри отца, эмбрионы превращаются в головастиков, а затем в миниатюрных лягушек. Они проводят в отцовском горле около 6 недель, получая питание из оболочек яйца, и когда момент приходит, выпрыгивают наружу полностью сформированными. И в Австралии есть лягушки. У них даже есть свое отдельное семейство, включающее около 120 видов, среди которых есть очень необычные. Не обошлось на перевернутом континенте без сумок. Сумчатая жаба носит головастиков в специальных кожных карманах на боках. А не так давно вымершие в конце прошлого века лягушки-заботницы вынашивали икру и головастика в собственном желудке. Сейчас ученые пытаются восстановить этот вид. И это еще что? Ничто не сравнится с суринамской жабой Пип.
пипой, обитающей в водоемах Южной Америки. Эта странная плоская лягушка, как это сказать, рожает спиной. Спаривание происходит под водой. После оплодотворения самец собирает яйца и аккуратно укладывает их на кожу спины самочки. Кожа начинает меняться, и каждое яйцо врастает в отдельную ячейку, словно в медовые соты. Там под кожей развиваются эмбрионы. Через 3-4 месяца спина матери оживает, и из сот вываливаются живые, полностью сформированные лягушата, как будто из инопланетной капсулы. Пока она сбрасывает кожу, готовясь к следующему циклу, новорожденные уплывают в воду. Вообще семейство пиповые очень необычное. Они обитают в тропических и субтропических регионах Африки и Южной Америки. У пиповых плоское тело, широкая голова и отсутствие языка. Их кожа гладкая и часто покрыта слизью. Задние лапы мощные, с плавательными перепонками, что делает их отличными пловцами. Глаза маленькие и расположены на верхней части головы, что позволяет им видеть над водой, оставаясь почти полностью погруженными. Они редко выходят на сушу, проводя почти всю жизнь в воде. К пипам относят и шпорцевых лягушек. Это один из самых известных видов семейства пиповые. Она обитает в Африке, к югу от Сахары, но благодаря своей популярности в науке и аквариумистике распространилась по всему миру. Шпорцевая лягушка – это модельный организм в биологии. Ее использовали для изучения эмбрионального развития, открытия механизмов клеточного деления, первых успешных экспериментов по клонированию. Ох, и натерпелись они от ученых за все время. Бедные пипы. А мы переходим к питанию лягушек. Лягушки-хищницы, еще и жадины. Они поедают все, что двигается и влезает в рот. А иногда даже то, что и не влезает. Но попробовать стоит. Лягушки обладают одним из самых удивительных и эффективных механизмов захвата добычи в животном мире. Их языки работают как сверхбыстрые невероятно липкие хлысты, способные ловить насекомых за миллисекунды. Быстрее, чем человек успеет моргнуть. Язык лягушки невероятно мягкий, что позволяет ему обволакивать добычу, словно липкая сеть. При ударе язык движется с такой скоростью, что по логике должен разрывать жертву на части или отбрасывать ее, но вместо этого он действует как мини-амортизатор, смягчая удар и втягивая добычу целой. Все дело в особой слюне. В момент касания она сверхлипкая, чтобы надежно удерживать добычу. Но при возврате языка в рот ее клейкость снижает, позволяя лягушке легко проглотить пойманное насекомое. И когда лягушка проглатывает добычу, она зажмуривает один или оба глаза, втягивает их внутрь головы. Это называется ретракция. Если вы когда-нибудь видели, как лягушка закрывает глаза при глотании, она делает это не ради удовольствия. Ученые использовали рентгеновские снимки, чтобы посмотреть, что происходит внутри головы, когда лягушка глотает. И на примере северной пятнистой лягушки выяснилось, при глотании глаза втягиваются глубоко внутрь головы. Это движение мышцы помогают протолкнуть пищу в пищевод, как бы подталкивая ее сверху. И в каком-то смысле лягушки едят глазами. Помимо того, что они ловко ловят мошек, комаров, мух и мотыльков прямо в полете языком, например, обыкновенная европейская лягушка с жадностью глотает слизни улиток, дождевых червей, мокриц, муравьев, а по всему миру лягушачий рацион велико удивителен. Некоторые охотятся на рыб, птиц, змей, летучих мышей, мелких млекопитающих вроде мышей и даже крыс. Да, лягушка способна съесть крысу. Добро пожаловать в реальность. Чем шире пасть, тем разнообразнее меню. Одна целая группа лягушек, южноамериканские рогатые лягушки, славятся своими невероятно широкими отверстиями для еды. Эти лягушки без труда заглатывают других амфибий, рептилий, мелких птиц и грызунов. Эх, таким бы хлебалом да метку бы поесть, подумал медведь, смотря на этих лягух. А африканский узкорот так не думает. Мало того, что в пустыне и с голосом так себе, да еще и с ртом не повезло. Но есть одна, что решила, а почему бы не полакомиться цветочками? Бразильская древесная лягушка Изаксона – это редкая лягушка с атлантического побережья Бразилии и питается не только животным белком, но и фруктами, семенами, нектаром и лепестками. Она буквально ныряет головой в кремово-белые бутоны, чтобы насладиться сладким
сладким нектаром. А когда выныривает, ее мордочка словно у пчелы, вся усыпана пыльцой. Перемещаясь из цветка в цветок в поисках очередного нектара, лягушка переносит пыльцу по лесу. Точно так же, как это делают пчелы, птицы, летучие мыши, она в мире из лягушек одна единственная, известная науке. Нравится нам это или нет, но лягушки всегда притягивали человеческий взгляд. То с восхищением, то с отвращением, то с суеверным трепетом. И дело не только в том, что они квакали в ночи или прыгали в траве. Их свойства, реальные и приписанные, казались почти сверхъестественными. Во-первых, конечно, яд. Все лягушки в той или иной степени токсичны, некоторые смертельно. Что может быть более соблазнительным для мифа, чем маленькое существо, способное победить великана? Ранее общество, столкнувшееся с существом, которое нельзя есть, но которое может убить, скорее всего наделили его магией, то ли демонической, то ли целительной. Так лягушка становилась не просто животным, а живым амулетом, проклятием, лекарством и символом тайны, в зависимости от времени, культуры и нужды. Во время охоты на ведьм лягушки и жабы стали одним из самых ненавидимых существ Европы. Их считали фамильярами ведьм, ингредиентами ведьминских зелий и даже воплощениями самого дьявола. Даже наука не пощадила их. Карл Линней, создатель современной классификации животных, называл амфибий мерзкими и отвратительными тварями, с холодным телом, бледной кожей, хрящевым скелетом, зловонным запахом и хриплым голосом, отвратительным обиталищем и ужасным ядом. Даже он, отец зоологии, поддался отвращению, не изучив их до конца. На протяжении веков лягушки стали вместилищем страхов, суеверий и метафорического зла. Из живого существа ее сделали символом греха, уродства и коварства. И все это возможно лишь за то, что она квакала не в том месте и не в то время. В одних культурах ядовитость лягушки вызывала страх, а в других – почитание. Там, где европейцы видели демона, другие народы видели дверь в мир богов. В Древней Америке от Ольмеков до майя жабы и лягушки занимали сакральное место в культуре, мифах и ритуалах. У майя бог дождя Чаак был неотделим от лягушек. Их кваканье считалось музыкой дождя, а самих лягушек называли оркестром божества, предвещающим грозу. Жрецы имитировали кваканье во время церемоний, чтобы призвать дождь и плодородие. В Египте Хекат, богиня благородия и жизни, изображалась лягушачьей головой или в виде лягушки целиком. Хекат была женой Хнуму, бога-творца. Лягушки ассоциировались с ежегодным разливом Нила, несущим плодородную почву. Плюс к тому лягушки очень пришлись к столу. В Европе, Азии, Америке поедание лягушек было и остается нормой. Есть даже страна, в которой жители иногда называют лягушатниками. И не просто так. Это, дорогие друзья, Франция. Лягушек во Франции едят со времен Средневековья. Католическая церковь запрещала есть мясо в постные дни. А вот земноводные, пожалуйста. Можно, они ведь не мясо. Монахи были одними из первых любителей лягушатины. К 17 веку лягушачьи лапки уже обжились в деревенской и даже придворной кухне. А к 19 веку французская гастрономия официально признала их деликатесом. Вкус, как принято говорить, напоминает курицу, только нежнее. Вообще лягушки – пища для множества других животных помимо человека. Змеи, рыб, млекопитающих, цапли, аисты, иволги, совы, сорокопуты, многие птицы не против закусить лягушкой. Вся эта любовь к лягушкам делает их важными источниками питания, особенно в сезон размножения, когда они выходят к водоемам массово. Это временное изобилие, своего рода биологический урожай, на котором держится детский рост у многих птенцов, рыб и других хищников. Многие животные зависят от них, и альтернатив может и не быть. Именно поэтому исчезновение амфибий может прокатиться как снежный ком по экосистеме, вызывая катастрофичные последствия. Еще лягушки – это прекрасные индикаторы природы. Кожа лягушек полупроницаемая, она дышит, и через нее впитывается все, что есть в воздухе и в воде. Из-за этого малейшие изменения температуры, кислотности, загрязнений, радиации, и у лягушек начинаются проблемы. Они первыми страдают от пестицидов, гербицидов, пластика. Именно поэтому исчезновение лягушек – первый тревожный звонок о нарушении экосистемы. Ученые их называют канарейками в шахтах современного мира. Согласно последним данным Международного союза охраны природы, более 40% всех амфибий, а значит в первую очередь лягушек, сегодня находится под угрозой исчезновения. Причины многочисленные и взаимосвязанные. Дом лягушек рушится, от исчезающих лесов до отравленных рек, разрушение среды
среды обитания стала одной из главных причин сокращения численности и исчезновения целых видов. И если мы, люди, не изменим отношение к природе, будущее кваканье может прозвучать как прощальное эхо еще одного исчезающего вида. Лягушка не просто житель болота, это древний живой сенсор, нащупывающий пульс планеты. Она помнит времена динозавров, пережила ледниковые периоды. Переживет ли она эпоху пластиковых пакетов и островов из мусора? Хотелось бы верить, что да. И их, пусть и иногда раздражающее кваканье, будет сигналом о том, что в природе все хорошо. И скоро на свет появятся новые, такие удивительные и необыкновенные амфибии – лягушки. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.